Какие ограничения могут появиться для пользователей кредитных карт? Центральному банку могут дать право лимитировать выдачу кредиток. Законопроект, предоставляющий Центробанку возможность устанавливать ограничения на выдачу потребительских кредитов, готовится в Госдуме ко второму чтению. Он должен снизить долговую нагрузку населения и рост необеспеченного кредитования. Банкиры предложили вывести кредитные карты из-под действия новых норм. Но парламентарии не поддерживают эту идею. Треть заемщиков в долговой яме. Сейчас Банк России вправе вводить ограничения на банковское кредитование только в исключительных случаях и после согласования с правительством. Депутаты предлагают дать право принимать такие решения Совету директоров Центробанка. Ограничения могут коснуться кредитных и микрофинансовых организаций. Такой законопроект внесен главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом 7-го созыва Игорем Дивинским. Предполагается, что ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов в соответствии с их характеристиками и видами, сообщил ранее Анатолий Аксаков. Предложенные нормы не коснутся ипотеки, суд на предпринимательство, участия в долевом строительстве, а также займов под залог автомобиля. Прежде всего речь идет о необеспеченных кредитах. Они являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства, пояснил Аксаков в парламентской газете. Это создает риски для банков и для самих заемщиков, которые постепенно скатываются в долговую яму. В этом году рост потребительских кредитов побил все рекорды и составил 5,2% во втором квартале. Более трети заемщиков платят 80% своего дохода на погашение суды. Ограничение кредитования не будет обязательным. Это дополнительный инструмент, который дают Центробанку для наведения порядка на рынке. Но если ЦБ ведет лимит, то банки и микрофинансовые организации, не исполняющие это требование, будут нести ответственность. Законопроект принят в первом чтении 21 октября, а второе чтение планируют в ноябре, сообщил нашему корреспонденту Анатолий Аксаков. Кредитки не станут исключением. Банкиры предлагают исключить из-под действия возможных ограничений кредитные карты, пишут «Ведомости» 2 ноября. Национальный совет финансового рынка 25 октября отправил соответствующее предложение в Госдуму. Но парламентарии не поддерживают эту идею. Если лимитировать банковские суды, но сделать исключением кредитки, то ограничительные нормы будут лишены смысла, считает Аксаков. В таком случае россияне станут оформлять больше кредитных карт, и их долговая нагрузка не снизится. Карту проще оформить, но по сути это такой же кредит, как и обычное судо. Сейчас большинство кредитов без обеспечений выдаются через карты, отметил Анатолий Аксаков. Чаще всего люди не платят именно по необеспеченным кредиты, которые дают без залога и поручительства. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что в случае введения ограничений они должны касаться как банковских суд, так и кредитных карт. Он подчеркнул, что в период пандемии закредитованность россиян выросла. Меры социальной поддержки несколько повысили платежеспособность населения, но проблем еще много. ЦБ должен отслеживать ситуацию с кредитованием, не позволять людям залезать в долговую яму. Но при этом государство обязано позаботиться о создании рабочих мест и повышении заработных плат, чтобы у людей не было острой необходимости брать кредиты, сказал сенатор парламентской газете. Чем карта отличается от суды? Если человек решил взять потребительский кредит, он получает деньги наличными, на карту или счет и может тратить их на любые цели. Клиент должен подтвердить свою платежеспособность и наличие работы, иметь положительную кредитную историю. Если у него невысокая зарплата, банк может потребовать поручительство или залог. Кредитная карта – это платежный инструмент к кредитному счету, открытому в банке. Получить ее проще, чем оформить суду. В большинстве банков кредитку дадут только по паспорту. Основное отличие карты от кредита – порядок начисления процентов и возврат суммы долга. Кредит возвращают банку ежемесячными платежами, даже если деньги не потрачены. Проценты начисляют на всю сумму с первого дня, их нужно вносить регулярно по графику. Проценты по карте формируются только с начала расходования средств. Банк может установить льготный период, когда проценты вообще не начисляют, а затем они идут не на всю суду, а только на сумму потраченных денег. Еще одно преимущество кредиток в том, что нет четкого графика платежей по долгу, а сам кредит возобновляемый. Когда заемщик погашает весь долг, ему не надо оформлять новую кредитку, он может снова пользоваться лимитом по карте.
Этот лимит растет, если кредиткой пользуется часто и клиент вовремя погашает долги. К тому же по карте можно получить кэшбэк и пользоваться скидками при покупке у партнеров банка.